Второй город, который я посетила, это Ков. Он расположен на южном побережье Ирландии в 25 километрах от города Корк, в графстве Корк. Он имеет богатую историю. Одна из главных достопримечательностей города Ков – музей «Титаник». Он расположен в оригинальной билетной кассе компании White Star Line, где последние пассажиры поднялись на борт легендарного судна. В этом городе буквально все пронизано историей «Титаника». Даже первое кафе, которое мы встретили на вокзале, расположено, оформлено все в стиле «Титаника». Даже туалет и то имеет на себе следы отъезда последних пассажиров. Стены украшены плакатами, которые рассказывают об истории отплытия ирландцев за новой мечтой к далеким берегам. В конце XIX века Ков стал центром эмиграции миллионов ирландцев, покинувших страну в поисках лучшей жизни в Америке. Ков был последним портом захода для многих этих иммигрантов, а гавань города осталась известна как ворота в Америку. Музей рассказывает историю «Титаника», начиная с его строительства в Белфасте. Одна из самых интересных экспонатов является коллекция писем и телеграмм, отправленных на «Титаник» и с него. Эти документы дают уникальное представление о повседневной жизни на борту корабля, а также неистовые попытки спастись пассажиров и экипаж после столкновения корабля с айсбергом. В задней стороне кассы расположено кафе. Оно привлекает много туристов и очень интересно и приятно посидеть в этом кафе. Также Ков знаменит своими разноцветными домами, которые выстроились вдоль набережной. Эти дома изначально были построены для богатых купцов, которые жили и работали здесь в XIX веке. Сегодня они служат прекрасным фоном для неспешной прогулки вдоль гавани. Традицию окрашивать дома в яркие цвета в Ирландии берет свое начало в XVIII веке. Эту практику переняло местное население рабочего класса, и со временем она стала для людей способом выражать свою индивидуальность в творчестве. Мы поднимаемся по одной из лестниц, которая ведет к кафедральному собору. Кафедральный собор назван в честь святого Колмана, является одним из самых знаковых достопримечательностей Кова. Он был построен в конце XIX века и известен своей впечатляющей архитектурой в стиле готического возрождения и замысловатых витражей. Церковь представляет собой впечатляющее неоготическое здание, построенное из известняка и украшенное замысловатой резьбой и скульптурными деталями. Центральный шпиль собора возвышается над землей на 90 метров, что делает его одним из главных высотных сооружений города. Внутреннее убранство собора не менее впечатляющее, чем внешнее. Неф выстроен вдоль колонн, которые ведут к сводчатому потолку, украшенному сложной резьбой и декоративными деталями. В соборе также имеется ряд витражей, на которых изображены сцены из Библии и другие религиозные образы. Одним из главных впечатляющих особенностей собора является крипта, расположенная над главным алтарем. В крипте хранится ряд важных реликвий, в том числе могила епископа Джона Маккарти, который отвечал за строительство собора. В башне собора находится единственный в Ирландии карильон, который с 49 колоколами является самым большим на Британских островах. В нем находится самый большой колокол Ирландии, названный святым Колманом, который весит 3,6 тонны. Покидая собор, мы оказываемся на площадке, с которой видим прекрасно весь город. Но вернемся с наших духовных дел к нашим земным делам. Мы опять гуляем по набережной,
на которой расположены дома богатых ирландцев. Стоят они достаточно дорого, если их арендовать. Но если просто прогуливаться по набережной, то это доступно любому человеку. Смеются дети, люди отдыхают, разговаривают, едят мороженое, живут и наслаждаются спокойной мирной жизнью. Набережная украшена флагами разных стран Евросоюза. Это говорит о том, что Ирландия рада всем гостям и рада всем туристам. В последние годы значение Кова как порта стало снижаться. Это стал более туристический город, который привлекает гостей его очаровательными улочками, красочными зданиями и потрясающими видами на гавань. Ков встречает и провожает корабли.